Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия нападения, защиты вас, вашего бизнеса, наказания врагов, соперников, избавления от них. Также любовная магия, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти, исправление работы других магов, любовная магия, черная магия и другие сильнодействующие ритуалы. Сегодня у меня гадание по недельным по знакам зодиака. Вторая половина знаков зодиака. Неделя 14-20 февраля. Полностью вступил в силу уже год тигра. Каждый день на нас влияют высшие силы, аспекты, солнце, луна. Каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчинены ритму солнца, где бы мы ни находились. И каждый вечер мы засыпаем вместе с ним. Также идут влияния на наше здоровье, наши эмоции, наши внешние события, людей, события, которые вокруг нас происходят и внутри нас. Итак, неделя 14-20 февраля. Начинаем с Девы. Все сферы жизни, как ходят высшие силы, как они проходят через нашу жизнь. Дева, как говорится, на чиле отдыхает. Возможно, что вас немного тревожит какой-то период затишья. Возможно, вы также просто на отдыхе. В любом случае, на расслабоне таком. По работе, семерка мечей. Есть некоторые моменты или враги за спиной, какие-то сложности в общении. То есть люди неискренние вас окружает, вам надо быть предельно внимательным. Особенно это собеседование или какой-то странный коллектив, ваше социальное окружение. Так, ведьма, наша ведьма указывает на то, что либо вам самой надо возглавить вот это безобразие, быть максимально таинственной, непонятной, запутанной. Также, если вы хотите управлять ситуацией, то есть вы можете попасть в какое-то непонятное знакомство с непонятным человеком, который мутный. То есть человек, возможно, с магическими... То есть не попасться в руки человеку, который с какими-то мутными намерениями. Особенно, если вы идете в какую-то серьезную организацию, там, чтобы вас там не замутили, не закрутили. Зато хорошо осознанно идти куда-то какой-то колдуньям, посетить таролога, то есть любого специалиста по тайным наукам, да, по эзотерике. Вот это, углубиться в это самое то, да, если вы по наущению. Если вы сталкиваетесь с людьми, все будет максимально мутное, непонятное. Состояние здоровья стабильное. Также вы ведете равномерный, спокойный образ жизни, вкладываете что-то там, какие-то ведете свои по расписанию, прием, да, минеральных вод и так далее и тому подобное. Стабильная, уверенная, или готовитесь, вкладываете себе денежки. Личная жизнь, вау. Верховный жрец, предложение съехаться, жить вместе. Мужчина, верховный жрец, знакомство, сожитие, начало сожительства, знакомство с верховным жрецом, прям вот такое, прям серьезное. Прям на этой неделе у всех все серьезно. Девам все серьезно. Так, и прям под конец недели итог справедливость. То есть некое взвешенное решение в вашу пользу. Особенно хорошо, если это всякие разборки государственными органами, всякая бюрократия. Также возможно, что вы согласитесь на вот это вот предложение, которое будет для вас максимально выгодным. То есть вот так вот. Вот так вот прям. Наши весы. Весы легкое, веселое, там прям такое игривое настроение, знакомство, флирт, некий всадник кубков. Вы входите в эту неделю с неким молодым человеком, другом, веселым, любовником. За стаканом чая, рюмкой чая.
По работе двойка пентакля. Беготня, бесконечное переигрывание вариантов, особенно если кто-то откладывание, то есть двойственная ситуация с материальным, где, собственно, среди этих двух вариантов выбирать, они равноценны, если вам придется их обсуждать. Но будет постоянно, только непостоянство. И переговоры все как-то вот съезжают, все время куда-то уходят в сторону. Если это собеседование, непонятно, какое решение принять. В общем, все зависит от вашего, на что вы надавите при переговорах. Так, в какую сторону, да? Король Пентаклей, хороший, надежный король. Ситуация, помощь от этого человека, финансист, строитель. Можете все в этих сферах пройдет у вас гладко, стабильно, уверенно, надежно. Вот так очень радует нас, да, это состояние здоровья, шестерка мечей перевернута, говорит о том, что нестабильно, если выздоровление нестабильное, если вы собираетесь в какую-то дорогу, то можете почувствовать вот какое-то расстройство перед какую-то тошноту, блевоту, то все, что свойственно, да, в дороге настигать. То есть нестабильно, неустойчиво. Так, вот он, всадник мечей, это сами весы, перевернутые на перевернутом виде, земли под ногами нет, с мечом куда-то скачет, нервный, раздраженный, хочется поругаться с партнером. Это также для женщин, это ваш партнер может выступать в таком вот ипостаси. Знакомство с таким очень непростым, очень характерным, я бы даже сказала, противным таким каким-то всадником, который докапывается до каждой вашей какой-то мелочи, пытается вас подстроить под свои правила моментально. Ну, тройка кубков перевернутая, выбор без выбора, нежелание какой-то уйти из какой-то компании, в желание покинуть эти общения, то есть вот так вот. Мне что-то кажется, что это связано с вот этой вот, с этим всадником, с этой критикой какой-то. То есть уход от некого общения, от некой компании. Лучше там, может, и не ходить. Так. Скорпионы. Скорпионы на войне, как на войне. Скорпион — это противоборство, в котором вы упираетесь очень жестко и сдаваться, говорится, не собираетесь. Сейчас посмотрим, с чем это связано. По работе любовники перевернуты. Какая-то сложная ситуация, в которой вам надо сделать выбор, причем надо спешить, потому что вас... Вот, я думаю, что это связано все-таки с работой, с зарабатыванием денег, с вашей профессией, поскольку у вас, ну, тут в этой ситуации у вас нет выбора. Если идет собеседование, вряд ли что-то получится по этой карте. Однако на работе вот какая-то сложная ситуация, что либо вам придется работать, когда вы не планировали выйти не по графику и так далее. Делать работу, которую вы не хотите и так далее. Не по вашему какому-то направлению вообще. Луна. Так, социум, Луна, вот они. Луна, какие-то мутные люди, какая-то непонятка. Может какой-то сбой техники случится, зависнуть что-то. Какая-то поломка, ошибка в документы может вкрасться, какая-то не ходите там, особенно юридические вопросы, всегда что-то темное, запутанное, с подвохом. Будьте внимательны. Либо родственники, которые не искренне, там что-то на дне своем таят, что такие ложные друзья. Состояние здоровья, девятка пентаклей перевернута, нестабильная. То, что как бы вы привыкли какой-то образ жизни вести, привычное состояние, вас может выбить из колеи что-то.
вы можете почувствовать какое-то недомогание, но по сути не означает серьезного ухудшения, просто выбивает что-то из колеи, какой-то беспорядок, какая-то излишняя, может быть, нагрузка, что-то, что ваш организм уже не тянет. И это больше касается обмен веществ. Что-то больше пейте, меньше нервничайте, ложитесь спать вовремя, причем по графику идите. Личная жизнь, шестерка пентаклей, по минимуму что-то происходит, если вы в браке, у вас обычная бытовая рутина, может быть какие-то приятные мелочи, которые там вы друг друга радуете, но пока ничего интересного такого серьезного. Если вы ведете, у вас новые знакомства, переписки, ни о чем, шестерки пентаклей, то есть ничего не решается. Если зависшие отношения, тоже по новым отношениям, кто-то одинок, ну что тут, ну может какие-то кто-то кому-то что-то написал, все. Королева Пентаклей, что все закидано в мыслях о материальном, то есть скорпионы, некая женщина, которая вот, ну эта женщина может относиться скорее к родственникам, жмет деньги, пытается сэкономить, либо это ваше вот такое желание не дать, не тратить максимально, потому что получается, что вас хотят как-то использовать. Обратите внимание на эту луну все-таки в вашем окружении. Что за мутные люди. Вот так. Скорпионов замутили. Наши стрельцы, стрельчихи. А вот она сама, королева жезлов. Вся в порыве, в творческом порыве. Максимально распушила хвост. Прям вся на виду. И в чем и достигает успеха. Хоть и перевернуто, да, прям вот так вот. Окажитесь в центре внимания. Ну что сказать. По работе. Четверка пентаклей, какие-то деньги, слезы. Денег столько же, работы больше. Недовольство. Какой-то сверх загрузка. Не по работе, не по графику. Причем денег как-то не прибавляется. Ну, это если у вас поиск работы, вот вам вот такую вот работу какую-то предлагают, хитрую. Вот так вот, по мелочи, да, то там, то там. Так, отшельник перевернутый, выяснение мутных обстоятельств, может всплыть на поверхность какая-то важная информация. Благодаря отшельнику. Отшельник может, кстати, оказаться человеком, который собирает какую-то важную информацию, то есть обращение к разного рода программистам, детективам. Вот идеально. Да, также может как обращение к мужчине, эзотерику. Всплывет то, что вам надо. Также может появиться человек, который за вами тихо наблюдал. Это может быть кто в окружении, какой-то ваш родственник, какой-то ваш дружок. Но он хитрый, помните, что отшельники, они все так что-то просто так не появляются. Что-то им надо от вас. Тройка мечей. Возможно, приходящие боли каждого в разных местах. Но обычно это все-таки проблемы с сердцем. Либо такое эмоциональное какое-то почувствуете сердце. Ну, у кого, кто сердечник, тот знает, да, что-то прям указывает на сердечную болезнь, боль. Личная жизнь, королева кубка, ну это подруга, болтовня, эмоциональная поддержка, проведение скорее в женской компании. Хороша карта для стрельцов мужчин, это знакомство с такой женщиной. И также проведете время в ее обществе. Может быть, это ваша жена. С королевой кубка это всегда, она всегда обаятельна, привлекательна, болтлива, весела. В общем, все отлично, все замечательно. Конец недели. Двойка пентаклей, какая-то нерешительность, звонки, сомнения, невозможность принять решение. Ну, это скорее касается пентаклей все-таки, деньги, ремонт, покупки, вот такое. Наши
Там козероги. Ну, козероги, вот всадник скачет на коне потихонечку к своей цели, неспешно, но уверенно. Земля есть, конь есть, пентакль в руках, все стабильно, вся ситуация под контролем. По работе вестник жезл, то есть хлопоты, беготня, обустройство по мелочи, все такое, известия какие-то, может быть, какие-то творческие порывы. Хлопоты. В общем, если вы соискатель, то вполне возможно какое-то спонтанное собеседование, причем в неплохом ключе, в позитивном. Что такое всем этот отшельник на этой неделе падает? Видимо, отшельники. Тайны, секреты, какие-то мутные люди в социуме, в вашем окружении. Ну, как бы безобразие, которое лучше возглавить, обратиться. Идеальное время обратиться к человеку, который занимается какими-то тайными практиками. Узнать, как детективы, программисты, поняли, какого направления, да? То, что осветить что-то непонятное, неясное. С другой стороны, вы можете, тут очень что-то какое-то мутное. Ошибка, возможно, в документах, если это что-то какое-то явное. Вы идете за какими-то правилами, да, то есть нарушение правил. Все это чего-то вы не заметили, потому что отшельник это еще и подвох. Какое-то мутное, что замутили, закрутили. По состоянию здоровья восьмерка пентаклей. Кстати, Козерог очень склонен к переутомлению. То есть работать больше, чем может, работать ночью. Не упашитесь. То есть это карта переутомления. Императрица, женская карта отличная. Для мужчин и для женщин обозначает начало нового периода, возрождение отношений. Для женщин, для семейных это беременность. Также начало новых отношений, для мужчин знакомство с молодой прекрасной женщиной. Такая вся роскошная у нас. Она, мы все, Козерога поперла. Тут скорее это родовые деньги, оформления какие-то, получение важной финансовой информации, документов. Вот так вот. Прекрасное житие. Что планировал, то и получает. Это наш Козерог. Весь в исполняемых планах. Девиз недели. И Водолей. Водолей жизнь бьет ключом, выздоровление, эмоциональный подъем, новые планы, творческие узбеки. Наполнен. На работе пашет, перевернутая восьмерка. Хочется объять необъятное. Также, возможно, подработки, еще дополнительные деньги. То есть сверхзанятость, с одной стороны. Также может подвернуться какая-то работа сверх той, что есть. Новая работа. Такая очень напряженный график тут. Так, ваш социум, пятерка кубков. Это люди, с которыми вы хорошо знакомы, это ваши какие-то встречи. Опять будете тереть про старое. Родственники, одноклассники. Четверка кубков. Вам с ними скучно, неинтересно, вы уже с ними наобщались. И просто вот такая вот скучная компания. Одно и то же, по сути, да. Ваше здоровье, луна. По луне это может быть что-то вот вас так прямо мутит и крутит, и неясное, неприятное ощущение. Часто луна это все-таки состояние души, вот такой вот. Грусть, печаль, бессонница, ужасные сны. У кого-то порча. Тут гадание для большого количества, поэтому... любовники, победа в любви ждет. Вы на коне, любовники, победа в любовном треугольнике, новое знакомство, любовный такой уикенд, встреча, в общем, достижение цели в любви.
предложения, там все, что касается любви, очень. Старший аркан у нас прекрасная карта. Вы сделали правильный выбор, сделайте правильный выбор, или у вас будет добавится еще какой-то выбор. То есть, если в одиноко будет сразу два, и вы выберете того, кого надо. В общем, шикарно. Конец недели у вас денежка. Вот то, что новые планы, на как зарабатывать, или какой-то прям работа выходной прям. Ну, за деньги, зато деньги. Такая вот неделя по знакам зодиака. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Пожалуйста, обращайтесь в WhatsApp, Viber в письменном виде. До свидания.